В Объединенных Арабских Эмиратах разразилась беспрецедентная буря, вызвавшая рекордные ливни за всю историю метеонаблюдений в этой пустынной стране с 1949 года. Мощные грозовые фронты принесли проливной дождь, затопив автотрассы и международный аэропорт Дубая за считанные часы. Государственное информагентство ВАМ охарактеризовало это погодное явление как историческое. По сведениям из аэропорта Дубая, ливни подступили поздно вечером в понедельник, пролив около 20 мм осадков и пропитав песчаные дюны и дороги Эмирата. Грозы усилились около 9 утра, обрушив на изнуренный город шквалистые ливни с градом, продолжавшиеся весь день. К исходу вторника в Дубае за сутки выпало свыше 142 мм осадков. В аэропорту вода скопилась на рулежных дорожках, создавая помехи при посадке воздушных судов. Во вторник вечером аэропорт был вынужден прекратить прием рейсов, а пассажиры изо всех сил пытались добраться до терминалов из-за того, что прилегающие дороги оказались затоплены поводковыми водами. Для сравнения, среднее за год количество осадков в международном аэропорту Дубая, являющемся самым загруженным аэропортом мира для международных рейсов и узловым пунктом авиаперевозчика Emirates, составляет 95 мм. Одна пара, пожелавшая сохранить анонимность из опасений нарушить строгие законы страны, карающие за критические высказывания, описала ситуацию в аэропорту как абсолютный хаос. «Невозможно вызвать такси. На станции метро люди вынуждены ночевать. В аэропорту тоже ночуют пассажиры», — сказала эта пара. В итоге им удалось поймать такси возле своего дома, расположенного примерно в 30 километрах от аэропорта. Однако поток воды преградил им путь. Прохожий помог им перебраться через дорожное ограждение с ручной кладью. Утром в среду международный аэропорт Дубая признал, что наводнение создало ограниченные транспортные возможности и повлияло на выполнение рейсов, поскольку члены экипажей не смогли добраться до аэродрома. Восстановление нормальной работы займет некоторое время, сообщили в аэропорту в социальной сети X, выразив благодарность пассажирам за терпение и понимание сложившейся ситуации. Из-за урагана большинство школ в ОАЭ Федерации Семи Эмиратов были закрыты, а государственные служащие по возможности перешли на удаленный режим работы. Полицейские машины и автомобили экстренных служб с трудом передвигались по затопленным улицам. В небе сверкали молнии, время от времени касаясь шпиля Бурдж-Халифа. Систему беспилотного метро также не обошли сбои и подтопления станций. Власти направили на улицы и магистрали автоцистерны для откачки воды. Вода проникла в некоторые жилые дома, заставив людей бороться за сохранность своего имущества. Многие рабочие тоже остались дома, хотя некоторые рискнули выйти, и несчастным пришлось буксовать своими машинами в воде, глубина которой на некоторых дорогах превысила ожидания. Наследные правители страны не предоставили никакой информации об общем ущербе или пострадавших в результате наводнения, поскольку во вторник вечером некоторые граждане были вынуждены ночевать в затопленных автомобилях. В Рас-эль-Хайме, Северном Эмирате, по сообщению полиции, 70-летний мужчина погиб, когда его машину унесло потоком воды. В Фуджейре, Эмирате на восточном побережье ОАЭ, во вторник был зафиксирован самый высокий уровень осадков – 145 мм. Дожди являются нечастым явлением для ОАЭ, засушливой страны на Аравийском полуострове, но время от времени случаются в более прохладные зимние месяцы. На многих дорогах и в других районах отсутствует дренажная система из-за редких осадков, что приводит к наводнениям. Ливни также прошли в Бахрейне, Катаре и Саудовской Аравии. Согласно заявлению Национального комитета по чрезвычайным ситуациям, в соседнем Омане, султанате на восточной оконечности Аравийского полуострова, за последние дни в результате сильных дождей погибли по меньшей мере 18 человек. Среди них около 10 школьников, которых вместе со взрослыми смыло в машине, что вызвало соболезнования в адрес страны от правителей всего региона.